Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, вспоминая, какие масштабные копии выпускались различными брендами в разное время. И сегодня хочу вам показать еще один советский культовый легковой автомобиль ГАЗ-3102 «Волга», и мы рассмотрим две совершенно разные масштабные копии вроде бы одного и того же прототипа. Между этими моделями целая эпоха. Первый вариант — это уже новодельная реинкарнация старой советской масштабной копии, изготовленной на Тантале. И самые первые ГАЗ-3102 «Волга», если мне не изменяет память, появились в 43-м масштабе в 86 году. Они имели индекс А38, было выпущено мизерное количество номерных масштабных копий, и с этими моделями очень много различных теорий, заговоров и слухов. Этих моделей, насколько мне известно, было выпущено порядка 250 экземпляров, и модели разные по уровню изготовления, и долгое время люди не видели, как выглядел подлинник, поэтому днища были совершенно разных причудливых форм. Были различные крепления подрессоренной подвески, но как-то один раз промелькнула настоящая ГАЗ-3102 «Волга», номерная, и уже после этой фотографии стали делать качественные подделки. Они всплывают в продаже, и цена на эти изделия может достигать 1 000 000 рублей. Хотя я затрудняюсь ответить, кто в здравом уме купит такую даже подлинную масштабную копию. Лично для меня подобные модели не представляют большого интереса. Это все же сувенир, несмотря на то, что он был выпущен очень ограниченным тиражом, и опять же модель может стоить 1 000 000 и выше. Другой вопрос, кто купит ее за эти деньги. И вторая модель — это уже китайская версия, которая выходила в рамках журнальной серии «Автолегенды СССР» от издательского дома Де Агостини, и китайский вариант поступил в продажу 8 июля 2010 года. Машина вышла под номером 35, масштабная копия комплектовалась журналом, как раз сегодня мы его быстро пролистаем, чтобы освежить в памяти, как выглядел настоящий прототип. И еще я вам приготовил одну «Волгу» в белом цвете, которая выходила в рамках польской журнальной серии «Культовые автомобили» под номером 93. И польское издание появилось в продаже в 2012 году. Оно не сильно отличалось от российского варианта. Единственное, у машины поменяли цвет и добавили регистрационные номерные знаки. И давайте отложим масштабные копии, быстро пролистаем журнал и перейдем к сравнительному обзору самих автомобильчиков. На лицевой стороне журнала есть фотография настоящего автомобиля. Видно, машина много повидала, но она до сих пор на ходу и в более-менее хорошем состоянии. В журнале можно прочитать о истории создания настоящего прототипа. Первое черно-белое фото опытного образца ГАЗ-3101, у которого кардинально отличается оформление передней части. Из отличий также можно отметить другие декоративные колпаки на колесах и видоизмененную заднюю часть. Также вентиляционные отверстия на задней стойке здесь находятся в верхней части. На серийном образце они уже перекочевали ближе к крышке багажника. Другие фото. Есть совместная фотография со старым автомобилем ГАЗ-А, события, которые происходили в стране в тот период. Дальние родственники, Татра 613, Mercedes-Benz W116, кадры из кинофильма. Также есть довольно симпатичный плакат, небольшой рекламный вкладыш, Иван Подерет, ГАЗ-21 «Волга». Книга тоже довольно хорошая, и у меня одна из книг есть в коллекции. Если у вас будет интерес, я сделаю на нее отдельный видеообзор. Другие ракурсы. Также изображен двигатель. И на задней стороне есть схематический рисунок, также технические характеристики и другие модификации. Версия такси, версия с двигателем V8 и дальнейшее развитие ГАЗ-31029 с видоизмененной передней частью. Также есть анонс на следующий выпуск. На то время это ЗАЗ-966 «Запорожец». Такая модель тоже есть в моей коллекции. И давайте начнем с обзора
новодельной российской масштабной копии, она поставляется в довольно необычной синей упаковке, и коробочка по размеру точно такая же, как у продукции Агат. Осталась цена 850 рублей, и эту модель я приобрел в коллекцию по случаю. Увидел ее в одном магазине, и если мне не изменяет память, тогда выставили 5 различных «Волк». 2 были в варианте ГАИ, они отличались схемой окраски, и 3 автомобиля были в гражданских версиях, у них отличался цвет. Одна «Волга» была ярко-оранжевая, вторая зеленая и третья, по-моему, синяя. И взял в коллекцию вариант ГАИ, потому что у меня старые советские «Волги» были в гражданском исполнении. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, написан производитель, мир отечественных моделей, и насколько мне известно, эти машины собирали из комплектов, которые остались с Агата, и просто паковали в свои коробочки. Хотя могу ошибаться, кто знает историю происхождения именно этих ГАЗ-3102, можете поделиться информацией в комментариях. И у этой модели нету штампика с датой изготовления, поэтому еще раз повторюсь, точную дату производства этого автомобиля я вам сказать не смогу. И модель уже хуже окрашена и собрана. Также, если вы посмотрите на корпус масштабной копии, видны огромные зазоры, кривые детали, дверки неплотно прилегают к корпусу автомобиля, открывается капот. Вполне хорошо детализирован двигатель, большая его часть в хроме. Также у модели вполне хорошая светотехника. Поворотнички из оранжевого прозрачного пластика. И в отличие от советских «Волк», на этом экземпляре уже добавили имитацию противотуманных фар, хотя они отдаленно напоминают настоящий элемент. Колесики здесь в хроме. На ранних советских образцах эти элементы были золотистого цвета, теперь хром больше серебристый. И, конечно, в плане дизайна такой колпак отдаленно напоминает настоящий узел автомобиля. Но эти колпаки тоже долгое время многим нравились, и многие люди переставляли колесики даже на журнальные модели, чтобы им придать более изящный вид. Можно открыть дверцы, посмотреть, как проработан салон. Сиденье и напольное покрытие коричневого цвета, панель приборов и рулевое колесо черного цвета. И также у этого автомобиля рабочий подлокотник на заднем диване. Вы можете его сложить, можете выдвинуть. Тоже мелочь, но довольно интересный узел. На задних сиденьях присутствуют подголовники. У этой модели в теории открывается крышка багажника, и там установлено запасное колесо. Но на моей масштабной копии почему-то она вклеена. Возможно, автомобиль собирали свежевыкрашенным, поэтому деталька приклеилась, уже не стану ее открывать, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. И вы можете посмотреть на крышке багажника, тоже очень много мелких вкраплений. Небольшие вздутия, хотя модель пока что держится, и чисто визуально она не изменила свою геометрию. Очень примитивная светосигнальная балка, такие же элементы ставились и на другие милицейские автомобили, которые выпускались на Агате, и также похожая мигалка устанавливалась на автомобиле «Газель», который тоже я вам демонстрировал в старых видеороликах. Металлическое днище, отличие от старой советской модели, это отверстие для закрепления модели на подиуме. Хотя эти автомобильчики поставляются в обычной картонной упаковке. И если вы присмотритесь, то вот на этом месте просвечивается номер А38. И в связи с этим была огромная путаница, и многие люди ошибочно полагали, что у них номерное изделие. Просто вот такая форма днища. И опять же, есть умельцы, которые как-то вытравливают эту надпись, чтобы она была видна более отчетливо, и выдают обычную модель за псевдономерную. Так что будьте предельно внимательны, когда вам продают номерную А38. Давайте теперь посмотрим на журнальный вариант из серии «Автолегенды СССР». Эту модель я уже немножко доработал. Зачернил окантовку на
фарах, также добавил регистрационные номерные знаки, окрасил задние фонари, сместил стеклоочистители, изначально они были расположены в неправильном месте, и также зачернил отверстие на решетке радиатора. И могу вам показать белый вариант из польской журнальной серии. Он идет в точно таком же блистере, как российское издание, отличается только цвет подложки. Я думаю, эту модель будет рассматривать более правильно, потому что она без каких-либо модификаций. И машина окрашена чуть хуже, чем российский вариант. Белый цвет нанесен очень толстым слоем, также виднеются подтеки, и вы как раз можете посмотреть, какие визуальные отличия есть у двух журнальных моделей. И на черном варианте лучше сделаны вентиляционные отверстия на задней стойке, и также лучше смотрятся дверные ручки, потому что здесь есть черные окантовочки, а у белого варианта все сливается с цветом корпуса автомобиля. Изначально осветительная техника сзади была полностью из прозрачного красного пластика, есть шильдик «Волга», очень схематически изображена нижняя часть, опять же вид портят крепежные отверстия, которые разрезают карданный вал. И у этого автомобиля почему-то поставили пластиковые колпаки, хотя на этих «Волгах» преимущественно были декоративные металлические хромированные элементы. Здесь уже противотуманные фары сделаны более реалистично, хотя они тоже полностью в хроме и не очень походят на настоящую деталь. И вы можете посмотреть изначальное расположение стеклоочистителей, хотя здесь есть правильные места для установки. И, видимо, сборщики на всей партии неверно просверлили крепежные отверстия. Вот такая «Волга», и вы можете посмотреть, как она смотрится на фоне российского изделия. И опять же, несмотря на то, что российская модель намного грубее, она отлично повторяет очертания настоящего прототипа, хорошо передает образ этого легкового автомобиля. И на мой взгляд, если доработать российскую модель, она будет смотреться не намного хуже, чем новодельное китайское изделие. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об этих масштабных копиях. Если в вашей коллекции ГАЗ-3102 от Агат, возможно, также у вас есть журнальное изделие, в каком оно цвете, в каком состоянии и сколько вы отдали за агатовскую модель, если вы покупали ее в нынешнее время. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Также можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.